Привет, друзья! Сегодня познакомлю вас еще с одним своим агентом, моего ассистента Sprout. На этот раз это маркетолог. Он, в принципе, не сильно отличается от любых других агентов, но есть в нем одна фишка, которая, я уверен, понравится вам. Это возможность за 3 минуты полностью поменять нишу бизнеса и свои мозги, так скажем. То есть за 3 минуты он полностью перестраивается под другую нишу, знает и целевую аудиторию новую, и все необходимые маркетинговые показатели, полностью. То есть он все знает о нише, которую вы ему укажете. И все это благодаря Google таблице, в которой живет искусственный интеллект. Давайте по порядку, я начну свой рассказ повествования. Спроси, пожалуйста, у маркетолога, какая наша целевая аудитория, ее боли, и напиши, пожалуйста, каким образом лучше всего продавать наш продукт, в каких мессенджерах. Допустим так. Нажимаем «Тест». Происходит транскрибация, происходит отправка сообщения маркетологу. Здесь написано техническое сообщение, что маркетолог готовит ответ. У него вся информация уже есть, да, то есть он сейчас ее сформирует и нам уже отправил нашему спруту. Ниша, которая зафиксирована у маркетолога, это автоматизация с помощью n8n. И он относительно от своей как раз ниши и всей информации, которая у него есть, нам подготовил ответ. То есть я попросил целевую аудиторию, описание, боли и через какие мессенджеры лучше продавать. Все, что нужно, он нам ответил. То есть данная автоматизация работает через моего ассистента как один из агентов. Давайте зайдем и посмотрим автоматизацию самого маркетолога, как она выглядит и что в ней интересного. Таким образом выглядит мой маркетолог. Он не отличается практически от любого другого агента, которого я делал. Единственное, есть в нем крутая тема, о которой я расскажу сейчас чуть-чуть попозже в ролике, и она очень-очень полезная. Так, для начала, опять же, как у всех агентов, есть вход, есть выход. Входом в данном случае этот триггер, который получает сообщение от спрута, вы его можете поменять на триггер Телеграма. Опять же, сразу скажу, что макет, все инструкции, все я оставлю в Телеграм-канале. Обязательно в описании зайдите в него и скачайте и используйте. Много у нас в канале, кстати, сейчас происходит обсуждений различных, то есть я призываю всех участвовать в этих обсуждениях и каким-то образом, то есть комьюнити наше развивать. Но это небольшое отступление, то есть заходите, забирайте. Так вот, значит, у нас вход, далее идет запись в базу нашего исходящего сообщения. Далее идет мозги нашего агента с промптом. Далее идет запись исходящего сообщения. Это то, что ответил нам маркетолог. И получаем мы это все в Telegram. Вообще эту ноду я также сейчас прикрутил отдельно, для того, чтобы мы могли сейчас получать через спрута сообщение, не обращаясь к самому спруту, то есть, чтобы в одном этом удобном окне мы могли с ним переписываться. Опять же, если вы этот макет возьмете себе, у вас уже будет готова исходящая нода, последняя. Это получение сообщения маркетолога в ваш Telegram. Так вот, давайте мы сейчас к промпту перейдем. Промпт мною был написан достаточно давно, но я постарался. В принципе, он работает классно, как маркетолог, как специалист. Он обладает всеми компетенциями, которые необходимы маркетологу. То есть он прям такой живой, классный, работает хорошо. Но это как по-моему. Опять же, чем прекрасен конструктор N8N? Тем, что вы всегда можете сделать из него то, что нужно вам. Более того, вы можете его из маркетолога превратить в любого другого агента, который вам необходим.
Вот, то есть не нужно думать, что вот если это маркетолог, значит мне он не нужен, потому что у меня нет бизнеса, да, то есть я не хочу вот этого себе агента, мне нужен другой. На самом деле, да, то есть так как я понимаю, что автоматизации всем нужны, и основной массе даже сейчас людей в принципе, для жизни, вы можете взять вот эту мою идею и переделать это под свои нужды. То есть это элементарно. То есть я даю лишь только конструктор, который я собрал и который можно применять в вашей деятельности. Вот. У данного агента есть краткосрочная память. Он заходит в интернет, в промпте это все прописано, что если он вдруг ответа не знает, либо я задам какой-то вопрос, связанный, допустим, с какими-то маркетинговыми новыми исследованиями или еще что-то в области ИИ и так далее, он, не зная информации, он туда зайдет и вытащит из интернета. Но самое прикольное здесь это то, что он всю информацию о нише берет из Google таблицы. Здесь Google таблица и прописан путь к вкладочке, к листу этой таблицы. Таблица также будет в описании к макету, и инструкция будет также в описании к этому макету. Вот, то есть у вас будет все, чтобы вы сделали точно такую же тему, которая вам будет полезна. Так вот, расскажу о таблице. Что это такое и почему на нее стоит обратить внимание. Ну что, вот она таблица. Прелесть ее в том, что в ней живет искусственный интеллект. И в каждой ее ячейке прописан промпт, который берет в контекст нашу нишу. Что это значит? Когда я сюда, в первую ячейку, вот сюда, в А3 прописываю любую нишу, он автоматически, исходя из этой ниши, просчитывает каждую свою ячейку. То есть целевую аудиторию, боли целевой аудитории, эмоциональное состояние, психологическая теория Фрейда, summary по ЦА, психологический портрет, отчет по маркетинговому исследованию, конкурентный анализ. Все. То есть он пишет, исходя из целевой аудитории. Каким образом это работает? Сразу скажу, что здесь в данном случае это табличка, направленная на маркетинг. Вы же можете пользоваться ей в любой другой специфике деятельности, да, то есть вы можете прописать промпты в каждой ячейке, исходя из своих нужд. Почему это крутая таблица и почему это очень удобно? Для того, чтобы получить какой-то ответ от маркетолога, да, то есть нужно писать промпт. Допустим, пишется промпт конкретно под целевую аудиторию. Кем ты должен быть, как ты должен определить эту целевую аудиторию и так далее. Если туда засунуть все промпты, которые здесь указаны вот в этой таблице, да, она также пишет и структуру контента, да, на 10 дней до 50 дней, анализ рыночных трендов, анализ объем рынка, то есть она все. Чтобы просто получить за 3 минуты такое исследование, но это нереально. Вообще у меня здесь со сменой ниши вся таблица заполняется за 3 минуты. То есть понятно, плюс. То есть каким образом, опять же, давайте я сейчас покажу. Заходим, допустим, в ячейку «Как определить целевую аудиторию». Здесь написано, да, что он берет вот эту ячейку А3, там, где записана ниша, и далее идет промпт, что твоя задача как маркетолога определить, кто, вероятнее всего, будет заинтересован в определенном продукте, да, то есть в зависимости от ниши он должен это расписать с помощью искусственного интеллекта. То есть здесь вот такой промпт, summary. То есть здесь он учитывает уже колонки с B3 по F3. Он уже знает информацию всю о целевой аудитории, далее он ее берет в контекст и пишет summary. То есть это все происходит за, грубо говоря, за 3 минуты. Это огромное количество промптов, которые взаимозависимы. То есть ответы на промпт искусственным интеллектом уже являются контекстом для следующего промпта. Ответ из следующего промпта является контекстом в следующем, получается, промпте. И так далее. То есть и все это, то есть это огромный контекст. А если это реально маркетолог делал бы, это заняло бы очень много времени. Что важно, что еще важно? Когда мы просим
нашего агента какую-то информацию по целевой аудитории, он здесь из этой таблицы, из большой, не может сразу вытащить все, потому что для него это очень сложно. Поэтому в этой же таблице с помощью кода я сделал так, чтобы все вот эти ячейки, они сохранялись в одном месте. Да? То есть с помощью, так скажем, суммаризации, то есть они суммируются, и здесь сохраняется отдельно. То есть можно здесь посмотреть вся информация в двух ячейках. Вот. И в данном случае нашей модельке гораздо проще определить суть. То есть он видит все. То есть он это все берет в контекст. Так, давайте покажу, как это все работает. Сейчас нам наш маркетолог отвечал по нише, автоматизация бизнеса с помощью N8N, про целевую аудиторию и так далее. Да? То есть мы сейчас возьмем здесь, поменяем эту нишу, и мы прям увидим, как это все будет рассчитываться. Копка колодцев. Допустим, не знаю. Копка колодцев. Вот. И сейчас можно здесь видеть как раз, начинает заполняться эта таблица. Вот уже просчиталась ЦА. Дальше идет следующая будет табличка, ячейка точнее заполняться. Здесь же фикс. Сейчас все еще целевая аудитория автоматизации бизнеса с помощью N8N. Да? То есть пока у нас не заполнится вся эта таблица, у нас фикс не поменяется. Так, ну что, вся таблица у нас заполнена данными. Да, все есть. И, соответственно, заходим мы в фикс и видим, что здесь целевая аудитория для копки колодцев. Все. То есть у нас в эти ячейки, значит, заполнилась вся информация по очереди из таблицы. То есть, соответственно, сейчас у нас наш специалист, точнее маркетолог, может нам поведать информацию о новой нише. Давайте сейчас у него как раз и спросим. Смотри нашу новую нишу. Дай информацию по ЦА, по целевой аудитории, и напиши сценарий первого ролика. Давайте так. Так, вот пошла у нас. Вот он пошел в таблицу. Сейчас он смотрит как раз вот эти все наши данные. Данные из фикса, да? То есть вот он из фикса именно берет. Фикс — это как раз лист, в который попадают все данные из таблицы в один массив, грубо говоря. Так, ну что? Так, секунду. Ну все, вот он нам ответил. Давайте в Телеграме это посмотрим. Так, новая ниша, копка колодцев, все правильно. Целевая аудитория, пожалуйста, возраст 35-65 лет, владельцы домов, фермеры и так далее. Сценарий «Чистая вода и независимость. Ваш колодец». И пошел сценарий первого видео. Ну, круто же. Я считаю, что это очень удобно. Как это можно применить? Допустим, у вас множество каких-то идей, да, либо у ваших друзей какие-то идеи. Вы открываете у себя на телефоне даже просто Google эту таблицу, в ячейку на телефоне заполняете ту идею, ту нишу, которую придумал ваш друг, вот буквально там в разговоре. Все, то есть через 3 минуты заполняется фикс, и вы можете спрашивать у вашего агента всю информацию по новой целевой аудитории, по новому бизнесу, какие-то проверки, гипотезы и так далее. Вообще, в данной таблице и в инструкции к ней, которые будут в телеграм-канале, опять же, прикреплены, будет вся информация о том, как еще можно использовать эту таблицу. Ну, самое простое, это, допустим, вот здесь вот указано, да, даже в самой таблице. То есть, если нужен запрос, то есть определенная вот такая вот команда, которая, ну, которую мы вводим, да, формула, так скажем. Вот здесь вот в fx ставим вот так вот таким образом вот эту команду. Промпт мы прямо здесь в ячейке меняем, допустим, на любой другой.
что угодно. То есть вы пишете сюда исследование, допустим, маркетинге за последние 10 лет. И все, и LLM начинает по этому промпту готовить ответ. Вот, пожалуйста. Исследования за последние 10 лет, с 2014 по 2024. Ключевые тенденции и изменения. А вообще, кто знаком с Excel, кто знаком с формулами, с работой с формулами, тот понимает, каким образом можно сделать очень круто, когда у вас еще и искусственный интеллект внутри этой таблицы. То есть там можно творить все, что угодно. Давайте я теперь расскажу, каким образом вам можно будет поселить Gemini в вашу таблицу. То есть я расскажу, каким образом вы легко сможете это сделать. Так, друзья, я в Telegram-канал обязательно прикреплю инструкцию. Вот вы ее видите сейчас на экране. Здесь все просто. Вам необходимо первым шагом перейти в Google AI Studio и там получить API Key. Вот. Все шаги здесь будут указаны, все очень просто. И у вас будет вот такой вот код для вставки. Да? Код для вставки. Заместо вот этого желтого вы вставляете сюда свой ключ, копируете полностью вот этот вот код. Да? В этом коде как раз вся информация уже заложена для того, чтобы Gemini в таблицу поселить, для того, чтобы в Fix уходили необходимые вот эти данные, формировался, то есть один пласт информации. То есть все в этом коде уже есть. Опять же, если вам что-то не нравится в этом коде, вы всегда можете его поменять, скинув его LLM-ке и попросив что-то там переделать. Далее вы заходите вот сюда вот в табличку маркетинг, которая также у вас будет. Здесь есть кнопочка расширения. Опять же, в инструкции все это будет. Вот сюда вот заходите в AppScript. Вот. И в нем вы, я немножко здесь подниму выше, то есть там, потому что ключ мой. Вы вставляете просто весь код вот сюда. Нажимаете клавишу «Выполнить» вот эту. И все. После чего у вас появляется в вашей табличке вот эта вот кнопочка Gemini. И вы можете сразу же ей пользоваться. То есть сразу же можете писать вот сюда нишу свою и использовать эту таблицу. Вообще у меня когда-то видео было на канале по поводу вот этой вот таблицы, по поводу того, как подружить искусственный интеллект и Google таблицу. Но не так давно Google обновила модельку и убрала Gemini 1.5 Flash. Вот. Раньше вот здесь вот как раз, вот здесь вот видно, была Gemini 1.5 Flash. Пришлось мне все переделывать, то есть мне здесь немножко надо было код изменить. Вот. Но все теперь работает прекрасно, можете пользоваться. Плюс к этому это, по мне вообще бесплатно. То есть я не знаю, я смотрел, сколько по этому API уходило денег, 30 центов за 28 последних дней, поэтому пользуйтесь, это очень крутая штука. Плюс вы ее можете модифицировать под себя, то есть, и, как я уже сказал, можете использовать и для жизни, и для бизнеса, и для всего-всего-всего. Такую же табличку у себя, то есть такую же таблицу с таким же листом Fix вы сможете подключить Google Sheets вот сюда, да, то есть к своему маркетологу, выбрать маркетинг и выбрать вот этот вот листик Fix. И все, и у вас он будет воспринимать конкретную информацию по конкретной нише. Вот, такое вот получилось у меня сегодня видео. Если будут какие-то вопросы, обращайтесь, задавайте в Telegram, пишите. Обязательно вам отвечу. Также подпишитесь, если вам интересно то, чем я занимаюсь. И вам желаю хорошего дня. Всем пока.